Здравствуйте, дамы и господа. Меня зовут Александр Алхимик, и я бы хотел рассказать вам о строении нашей Земли и о том, что она плоская. Я верил 26 лет в то, что Земля имеет сферическую форму. Но в один момент я осознал то, что она плоская, и я хотел бы с вами поделиться своим открытием. Первый вопрос. Почему, если Земля плоская, полярную звезду не видно из Австралии? Отвечу на вопрос еще глубже. Почему, стоя на одном материке, например, в России, мы не видим Америку? Вот ответ. Стоя на материке, смотрите на картинку, мы смотрим на материк другой, находясь на одной плоскости. Вода с океана постоянно испаряется с поверхности и летит вверх, создавая облако туманности, не позволяя наблюдателю на другом далеком берегу увидеть этот берег. Иными словами, дальность видимости наблюдателя ограничивается попавшими в его линию наблюдения капельками влаги. И эта капелька не одна и не две. Их там сотни, тысячи. Чем дальше смотришь, тем больше капель, тем сильнее туманность. Создавая на большом расстоянии туманность, ни один бинокль или телескоп не может видеть сквозь туманность. Дальность видимости между материками ограничивается туманностью. Ограничивается количеством капелек, которые попали в длину вектора наблюдения. А почему на разных высотах дальность видимости меняется очень сильно? Почему, если смотреть с материка на материк, то дальность небольшая, а если подняться на 5, на 20 метров, то дальность очень сильно увеличивается? Вот и ответ. С высотой меняется давление и температура, и ветер там дует сильнее. Иными словами, ветер сдувает капельки влаги, и влага становится разряженной. А стало быть, и водяных капель в линии просмотра окажется меньше. Смотришь ты в бинокль или в телескоп. На большой высоте, даже не на небольшой, 5-20 метров, будет очень существенная разница, так как там намного меньше капель. Теперь вернемся к полярной звезде. Полярная звезда — это единственная звезда, которая вообще не движется. Гелиоцентрическая система не может объяснить того, что полярная звезда вообще не движется. Но она не движется, она полностью неподвижна. И сами подумайте, как может звезда быть полностью неподвижна? Это вопрос для вас. Теперь вернемся к вопросу, почему из Австралии не видно полярную звезду? Отвечаю. Мы смотрим вверх с материка и видим звезды, так как туманности там нету. Нет моря, нет пыли. Мы легко можем увидеть звезды, Альдебаран, Большую Медведицу и так далее. На каждом материке видны какие-то свои созвездия. Естественно, в России и в Австралии видны совершенно разные созвездия. В России видна полярная звезда, в Австралии не видна. А вот почему. Если наблюдатель находится в Австралии, то туманность на пути вектора взгляда наблюдателю из Австралии мешает увидеть не только полярную звезду, но и другой берег, так как это уже было сказано ранее.
Расстояние между Австралией и Россией более 14 тысяч километров. Наблюдатель без оптики, без усиления не может видеть существенно более 2000 километров или даже на 1000 километров, ему будет очень сложно увидеть. А расстояние от Австралии до России более 14 тысяч километров, а до полярной звезды и того более. Смотря снизу вверх, в вектор взгляда попадает много капелек, много туманности, а также облака. Солнце находится над облаками, и полярную звезду просто невозможно увидеть на таком расстоянии. Мы можем увидеть звезды и созвездия на небольшом радиусе вокруг нас. Может быть 2000 километров, но там более 14 тысяч километров. К вопросу о полярной звезде. Если кто-то еще не понял, то давайте представим себе очень длинный коридор с очень высоким потолком. Мы сидим на одной стороне, полярная звезда находится на другой стороне. Длина коридора 15 тысяч километров. И в этом коридоре есть двери, это, можно сказать, ванные, и из них идет пар. Пар устремляется наверх по законам физики. И мы смотрим глазами и не видим эту полярную звезду. То есть лампочку, очень большую лампочку на потолке, на другом конце. Мы смотрим и не видим. Мы берем оптику, берем бинокль. Также смотрим и ничего не видим. Берем очень сильный телескоп. Но и он нам не помогает. Хоть и видно дальше, но все равно белая дымка остается. Горизонт скрыт. Так и происходит в реальности. Полярная звезда не видна из Австралии. Так же, как из России не виден Южный Крест. И так далее. Мы не видим бесконечно вдаль. Первое из-за туманности, второе из-за облаков. Облака на таких больших расстояниях всегда присутствуют. Почему, если Земля плоская и Солнце постоянно вращается вокруг плоской Земли, мы не видим Солнце ночью? Это интересный вопрос. А вот и ответ. Мы не можем видеть Солнце ночью с берега по той же причине испарения жидкости с поверхности воды, с вышки. А с вышки, потому что на расстоянии более 13 тысяч километров вдоль, это примерно расстояние полета Солнца летом. Глядя вверх, мы обязательно будем смотреть на облака, если стоим на вышке. А облака намного концентрированнее капелек влаги испарения над уровнем моря. И буквально мы смотрим в густой туман. А в любом случае на расстоянии 13 тысяч километров вдоль находится большое количество облаков. Даже если погода ясная, она ясная на расстоянии 1000 километров, 2, 3, 5, но не на 13 тысяч. На 13 тысяч она никогда не будет ясной, потому что вода чередуется с землей, море чередуется с материками, и всегда там будет конденсат влаги. И поэтому сквозь эти облака и влагу не видно ночью солнца, хотя было бы интересно посмотреть на солнце ночью. Например, Пушкин как-то разогнать, а все облака, это было бы вообще чудо, это возможно, да. Но этого никто не сделает, да, к сожалению. Но это возможно. Так, еще был вопрос. Почему на разных материках видны разные созвездия? Это потому что Земля плоская. Вот, например, в Австралии виден Южный Крест, а в России Большая Медведица и Полярная звезда. И это тот же самый принцип, это один и тот же вопрос. Почему Солнце не видно ночью?
потому что мы не можем смотреть сквозь конденсат влаги, а если мы забираемся на большую вышку, где этот конденсат маленький, еще есть облака, сквозь которые мы не можем увидеть на расстоянии 13 тысяч километров. А на таком большом расстоянии будет очень много облаков. Если облака все разогнать, да, мы увидим другие созвездия, мы увидим Солнце ночью, но это сделать, очень сложно, надо быть очень богатым. Вот. Всего доброго.